На этом выпуске мы познакомимся с Амиром, Point AI, Head of Product в тоже всем известном Iman Invest. Говорят, что он является одним из таких топовых конкурентов Alif банка. Давай сделаем Алису, короче. Мы показали это Диму Рудуке. Он такой, нормальная тема. И этим заинтересовались ребята из Алифа. Они такие, да, супер, классно, давай запускаться. На тот момент наши чеки не позволяли адаптировать нашу яишку к ним. Типа они говорили, не, брат, дорого что-то. И видим, там Асалхан сидит. Чел, ты шаришь в питоне? Да, шарю. Погнали. И мы были одними из первых таких чуваков, кто юзал GPT. Ваш стартап позиционирует себя как стартап, который работает в Узбекистане, в Казахстане и в США. Да, все верно. У нас до сих пор есть клиенты, где наши модельки до сих пор существуют, работают. В USA есть Сан-Франциско, по-моему. Есть еще в Кипре по приколу. С момента появления идеи до момента привлечения ангела сколько времени прошло? Не знаю, дня 4, наверное. Дня 4? Да. Каким образом он ушел? У меня есть 30%, я вам их не отдам. Друзья, всем привет. Меня зовут Умед. Это второй выпуск нашего подкаста, в котором мы говорим о стартапах, о личностях, о компаниях и обсуждаем процесс реализации стартапов с их основателями, кофаундерами и командой. В прошлом выпуске мы обсуждали с Айодом развитие бизнеса, как он в течение 10 месяцев смог добиться очень интересного результата, где-то здесь будет рекомендации. На этом выпуске мы познакомимся с Амиром, кофаундер одного из самых таких известных в регионе стартапов Point AI, соответственно, по совместительству Head of Product в тоже всем известном исламском продукте, это Iman Invest, который очень хорошо сейчас известен и в Узбекистане, и в Центральной Азии, которые также говорят, что он является одним из таких топовых конкурентов Alif банка. Добро пожаловать, Амир. Спасибо большое. Всем привет. Смотри, Амир, получается, у тебя довольно-таки интересная история развития, как ты, получается, приехал в Узбекистан. Соответственно, Амир не с Узбекистана, он отсюда приехал с России, туда переехал из Таджикистана. Скажи, пожалуйста, вот путь работы над стартапом Point AI, откуда началось, как это все началось? То есть с чего это все началось идти? Ну, вообще изначально все началось со стартап-викенда. Он, по-моему, был первое такое мероприятие. Я увидел анонс у одного из продуктов, и решил пойти, просто по приколу, занять себя как-то. По итогу мы пошли, в первый день мы с ним не познакомились, мы вообще были в разных командах, и было довольно скучно, и мы просто такие, не придем, в итоге. Но на второй день мы уже познакомились, и уже был смысл и стимул там как раз-таки развиваться и попробовать себя дальше. Познакомились мы там, и после него мы как раз-таки заняли первое место. После самого мероприятия мы начали думать над тем, какой проект мы по итогу хотим. Потому что тот проект, который мы выбрали на стартап-викенде, он был такой, чересчур невозможный для текущего нашего опыта. А что за проект? Мы хотели сделать Zero Bot, он так назывался. Весь смысл заключался в том, что мы делаем ленту твоих интересов. То есть, грубо говоря, как, в ВК или в Инсте, просто тупая лента. Стена, как ВКонтакте. Да. Мы потом подумали, а если сам Telegram это сделал, то зачем мы нужны? И потом мы сделали такой небольшой пивот, хотели просто как бот анализировать все то, что он читает, все эти паблики, на которые он подписан, где он ставит лайки, и на основе этого уже генерировать какой-то контент. И этим заинтересовались ребята из Алифа, нас прям похвалили. Но мы понимали, что сейчас конкретно мы это не сможем реализовать, потому что там и приватность, и все в этом духе. И мы начали думать над тем, что же делать дальше, в принципе. Первая идея, которая нам пришла, это проект для ивент-менеджеров, потому что мы побывали на ивенте, и как раз-таки пришла такая идея. Мы хотели сделать оптимизацию, автоматизацию процесса ивент-органайзеров, трекать аналитику, добавить свободный ход по QR-коду, генерировать свои QR-коды. По итогу, хотели сделать а-ля Connect with Google, только Connect with One, я не помню, как мы назывались. One назывался проект. Мы пошли на тот момент в Ground Zero, потому что у них был event-органайзер, сам менеджер. Мы хотели его заказдевить для того, чтобы понять, нужно ли это в принципе. Как оказалось, это было нужно. И
кажется, она была первой, кто заинтересовался у нас в принципе. Вот. Она это... Честно, не помню, как ее звали. То есть ивент-менеджер Ground Zero, да. Мы поняли, что, тема канает, давайте делать дальше. Вот. На тот момент мы не нашли разработчиков. Мы хотели через стартап-викиндцев выйти на каких-то разрабов. Но на тот момент время не позволяло, и хотели сами как-нибудь запилить, типа через Google, там, такой кастомный. Вот. И дальше как-то так получилось, что мы не стали развивать его дальше. Мы сделали просто проект в фигме, нарисовали, сделали прототип, презентовали, и дальше забили. Просто потому, что мы понимали, что ивент-органайзеров мало, и чеки там будут не такие большие, которые мы бы хотели, которые были у нас в голове. И по итогу забили. И было также несколько каких-то проектов по агрегации там всех ивентов, как Афиша, только там более современная, и которая подстраивается под твои интересы. Вот. Потом хотели сделать что-то а-ля Тиндера, только с ивентами. Ну, вокруг ивентов гуляли-гуляли, но по итогу пришли к тому, что обратились к чату GPT, хотели его потестить, вот, что он может нам предложить. И по итогу, ничего отдельного на тот момент он не предложил, но мы схавали то, что можешь же юзать чат GPT как какую-то модельку. И мы начали думать в этой как раз-таки сиде и хотели понять, что мы можем из этого сделать. Первые идеи, они, конечно, были откинуты, но они были самые грандиозные, типа, давай сделаем Алису, короче. Вот. Ну и дальше, убирая всю эту шелуху, все лишние моменты, мы пришли к тому, что, а давай сделаем для customer support, типа, GPT. А как? То есть зачастую проблему стартаперы делают решение на основе какой-то проблемы. То есть кто-то из вас, из основателей, это, получается, был ты и Азамат. Да, все верно. Кто-то сталкивался с этой проблемой? Мы столкнулись с проблемой того, что я, по-моему, хотел разобраться еще с моим номером, потому что у меня инет не работал. Я звонил в поддержку. Не буду говорить, что за компания. И мне там очень-очень долго отвечали. Я хотел написать в чат. Нет, не фиолетовая, синяя. Понял. Да. Вот. И потом как раз-таки пришла такая идея, что, а зачем вообще колл-центры нужны, если можно сделать типа чата, который все это зарешает за операторов. Вот с этого как раз-таки все это началось. Азамат на тот момент хорошо, базово знал Python, и он быстренько, сделал через API-шку GPT первую такую консольку, где ты вводишь вопрос, и он на основе промпта отвечает тебе. Мы показали это для Муртаке. Он такой, нормальная тема, типа, делайте. Но как его дальше развивать, мы не понимали, потому что мы не разрабы. Просто вот MVP-шку показать, продать мы можем. Но по итогу мы, гуляли по C-Space, думали, что делать дальше, и видим, там, сидел Асылхан. Вот, наш сооснователь уже на тот момент стал. Вот, и начали вместе с ним как раз-таки прорабатывать всю эту механику взаимодействия с пользователями и customer-сервисом. Начали натягивать туда аналитику. На тот момент мы пока что напрямую работали с GPT, а потом сделали свои алгоритмы для того, чтобы и облегчить путь к промпту, и также кост понизить самого GPT. Вот. Так вот как раз-таки пришли к тому, что делаем, Point AI. Это на самом деле интересно для информации. Дильмуро такая, это основатель C-Space, на данный момент гендиректор и основатель. Это, получается, ваш первый ангел, который зашел. Да, все верно. Получилось так, что мы его впечатлили на тот момент, потому что о чате GPT на тот момент еще особо никто не слышал. Это 22 год. Да. То есть он только-только появился, и там по приглашениям можно было только зайти. Вот. И мы были одними из первых таких чуваков, кто юзал GPT. У нас, мне кажется, что когда они только появились, у нас доступа тоже не было. То есть нужно было там через европейский номер заходить и так далее. На тему инвестиций, как заходили ангелы, мы, придем чуть позже. Сейчас касательно формирования той же самой команды, которую ты сказал, что, грубо говоря, вы познакомились с Азаматом, у вас возникла такая проблема, вы нашли решение, попивотились, до этого пришли. Как с Асылхоном, например, для стартаперов, да, это на самом деле очень сложная тема, хорошую команду собрать, и мы про проблемы этого тоже, придем. То есть он просто сидел, вы пришли и сказали... Да, то есть это реально было так, мы просто с кухни шли, обсуждали какие-то приколы, просто чаем просто пришли,
и видим, там Асылхан сидит, а мы понимаем, мы же видели его на стартап-викенде. Вы были знакомы? Ну, то есть визуально. То есть он просто там был, и мы поняли, это же чел оттуда там. Вот. И так и получилось, что, типа, чел, ты шаришь в питоне? Да, шарю. Погнали. Ну, это прям вот так произошло. Очень быстро. И время разработки, получается, вашего стартапа вас было только 3? Да. То есть сейчас прошло 2 года, у вас осталось 3, или у вас еще есть какая-то команда? Здесь было так, что первый год мы полностью были втроем только. То есть нам особо никто не был нужен, потому что мы работали только над оптимизацией, и в целом продуктовой именно части там не было, визуальной части. Мы были как такой плагин SDK, который могли подрубать компаниям, и он отвечает там в Инстаграме, в Телеграме и прочем. То есть, и мы не видели смысла расширяться, типа, зачем, если вот вокруг этого мы плывем. Все же для информации я скажу, как это на самом деле работает. Вы пишете, например, грубо говоря, какой-то компании какое-то сообщение, какой-то вопрос, там сейчас по умолчанию отвечает какой-то автоответчик, говорит: здравствуйте, мы там чуть позже напишем. Механизм, который разработали эти ребята, он отвечает вам как реальный человек. То есть пытается понять вашу проблему, соответственно, если он не понимает, зачастую сейчас это можно встретить где-то в каких-то крупных компаниях, он зовет оператора. То есть это так работало? В самом-самом начале, да, но мы понимали, что это дальше так не пойдет. И мы начали работать над тем, что он уже задает какие-то вопросы, если он что-то не понял. Вот. И дальше это все было подвязано к их helpdesk либо FNQ. Вот. И потом в этом тоже мы не видели особого прикола. Да, это, конечно, классно, но мы сделали так, что он уже выполняет какие-то запросы. То есть забронируй мне комнату 22. Допустим, все спейси, да? И он бронирует эту комнату на какой-то промежуток времени, который у него он же сам спросит. То есть вот такая вот уже получилась моделька. То есть, получается, он не только работал как саппорт-сервис, где помогал какой-то информации, он, соответственно, еще был неким менеджером. Да, ассистент. То есть, получается, ваш стартап, по большей части, он идет как ассистент, нежели чем саппорт-сервис. То есть, вы говорите, что вы автоматизируете с помощью и саппорт-сервис, и, соответственно, к нему вы еще дополнительно даете AI-ассистента. Все правильно, но нужно учитывать, что саппортеры обычно решают твои какие-то задачки, типа, чуваки, у меня карта не работает. И он взял, там, починил твою карту каким-то образом, там, с технарями связался и прочее. То есть мы занимались именно полноценный саппортер. Потому что есть и технические специалисты, которые подвязаны к саппорту и решают это дело. И мы решали это тоже путем ИИшки. То есть, получается, какие-то базовые вопросы, которые там решались через этих, вы автоматом уже решали? Да. Есть какие-то местные игроки, которые на вот этот первые моменты, когда вы начали делать, может быть, тот же самый C-Space, вы интегрировали, и они решали эту задачу? Или сейчас до сих пор работают с вами то, что, например, если ты сейчас им напишешь, что-то потребуешь, он будет работать? У нас до сих пор есть клиенты, где наши модельки до сих пор существуют, работают и также поддерживаются и улучшаются. Мне называть их? Было бы круто, если бы. Допустим, вот в USA есть Сан-Франциско, по-моему, в городе blossomflowerdelivery.com, что-то такое. Точно не помню. Вот, и там вы можете полноценно заказать, также посмотреть статус, именно написать, что у меня по статусу, он едет или нет, а также вернуть деньги. То есть в Америке это легко, что вот именно чекаут и процесс возврата денег делается автоматически. Вот, и поэтому там легко, допустим, отменять какие-то заказы, отменять какие-то платежи через вот как раз саппорт. Это на самом деле довольно-таки интересно. Смотри, получается, для того, чтобы найти свой, грубо говоря, PMF, вы довольно-таки долго шли к этому. Ну, то есть промежуток какого-то времени, когда вы тестировали разные гипотезы, пивотировались. Когда вы поняли, что данное направление – это ваше? Мы это поняли, когда начали рассказывать каким-то компаниям-друзьям. То есть у нас есть там знакомые, и мы вот у них проверяем, что, как тебе вот залетело бы вот это вот. И они такие, да, супер, классно, давай запускаться. Вот, но на тот момент наши чеки не позволяли адаптировать нашу яишку к ним. Типа они говорили, не, брат, дорого что-то. Вот. Какой был начальный чек? Там просто наш кост, он выходил из коста самого GPT. То есть там за каждое сообщение... Уже не помню, сколько было, потому что сейчас уже тарифы поменялись. Примерно какой-то интеграции, то есть суммарно сколько это стоило, самая базовая интеграция? 1002, наверное.
тогда у нас не были поставлены какие-то процессы, чтобы это быстренько оп-оп делалось, и все работает. И тогда это было довольно-таки долго. Мы там напрягали Солхона, чтобы он там недели-две пилил и пронты как раз-таки оптимизировал. Вот, и это было довольно долго. Поэтому и дорого. Возвращаясь к теме, мы сейчас обсудим, получается, выход в Казахстан и США, потому что ваш стартап в публичной атмосфере, в публичном пространстве позиционирует себя как стартап, который работает в Узбекистане, в Казахстане и в США. Как вы вышли на этот рынок, мы сейчас к этим вернемся. Возвращаясь к команде, с какими сложностями в процессе работы в начале вы сталкивались? Например, какие-то недопонимания, может быть, были? Например, у вас был один технарь на такой проект. То есть было ли сложно, были ли какие-то, я не знаю, может быть, эмоциональные моменты, когда такой, нет, ребят, блядь, мне надоело это все, я это не буду делать. Были ли такие моменты? Да, были. Часто. Но это было в моменте, когда мы вот нашли каких-то клиентов, вот. А так как сам процесс интеграции занимает долгое время, и 3 клиента – это уже типа месяца 1,5 работы. И иногда мы не успевали по договору типа вот к этому числу. У нас часто типа сдвигали сроки, из-за чего мы платили штрафы, ненужные для нас. И мы на тот момент типа очень сильно агрились друг на друга, что типа надо быстрее, да, надо лучше. Ну, то есть были такие моменты. И один из таких моментов, когда я сам типа не увидел смысла в своей работе. То есть я такой, а что делать, типа? Маркетинг, ну окей, это можно как бы в сайт запихнуть, там, залить туда трафика, и это ок. А что дальше? Ну, типа, как CMO ты там выступать не будешь. Как CPO тоже особо, потому что продуктовой части нет, чем бы там юзеры как-то, не знаю, пользовались и прочее. Там есть CX, но при этом, типа, тоже не особо прикольно, потому что на этой стадии это не нужно. Вот, и на тот момент у меня были мысли, типа, а что мне делать? Ну да, я могу, конечно, там обзванивать кого-то, интегрироваться туда, находить каких-то клиентов, но мне это было неинтересно, потому что Азамат в этом хорошо шарил, и огромными темпами это делал. Все нам через каких-то затарил через каналы, там, он шарил, короче, в этой теме. Насчет Азамата, я на самом деле познакомился с его всеми каналами, всеми источниками, которые он когда-то писал в VC, у него телеграм-канал еще есть, он интересные посты пишет. Возвращаясь к команде, скажу, что 3 человека – это Амир, это Аслхон и это Азамат. Азамат в роли продажника, генерального директора, Амир в роли продуктового, получается, директора, и Аслхон в роли технического специалиста и директора, который там, грубо говоря, CTO, CPO и SEO, которые, получается, это все вели. А не было, то есть в моменте вы там не додумались до того, чтобы там каких-то дополнительных людей на найме взять? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы делили долю в команде пропорционально? Или... Да, пропорционально делили. То есть вы какую-то долю оставили для инвесторов, потом делили, или же, когда инвестор заходил, вы энными долями давали? Да, по сути, так и было, что сначала у вас ровное количество, а потом, когда инвесторы заходят, они размываются. То есть 10% и 10% с вашего, и это получается определенная сумма. Вот. Именно так это происходило. Вот. А по поводу найма, да, мы уже догадались о том, что, давай наймем каких-нибудь аутсорсных чуваков. Но в первое время они просто помогали Асалхону. Ну, типа, некоторые просто помогали делать сайт, обновлять сайт, проверять какие-то гипотезы такие. Вот. А другой разработчик, он был его кентом, по-моему. Вот. Они занимались как раз-таки самой яишкой. Они на зарплате были? Да, были на зарплате, да. То есть, получается, помимо того, что в процессе развития проекта у вас какие-то ребята присоединялись и отходили. Но учредительство, основатели были 3 человек, потом чуть позже добавились еще инвесторы. На какой момент инвесторы начали добавляться? То есть, у вас был уже продукт и какие-то компании подключены, или же пока на уровне идеи вы уже там смогли его продать? На уровне идеи только ангела, а именно уже венчурные фонды мы привлекли, когда у нас был какой-то трекшн. И мы изначально-то знали, что, надо, побольше подключать и делать трекшн для того, чтобы уже пойти к инвесторам, венчуркам, подрубаться. Сколько месяцев заняло момент, когда вы там смогли ангела привлечь с момента появления идеи до момента привлечения ангела? Сколько времени прошло? Не знаю, дня 4, наверное. Дня 4? Да.
Nice. За 4 дня вы привлекли порядка $10 тысяч. Да. То есть это было в виде, грубо говоря, денег или же каких-то, например, первые деньги они привлекли с основателя C-Space, это Кирилл Мурудака, о котором мы говорили. Это был в формате каких-либо, например, абонементов в коворкинге или же все же деньгами? Большая часть, она была деньгами, а вся остальная часть – это юридическая помощь, там оформить офис и прочее. Часть – это вот как а-ля купон, да, для того, чтобы пользоваться всеми благами C-Space. Вот. И также его менторство. То есть он был как адвайзером. Да. Причем самым нужным, как казалось на тот момент. Хорошо. Вы, получается, нашли ангела, нашли PMF, какую-то свою нишу нашли, в которой начали двигаться. В какой момент вы поняли, что надо выходить в Казахстан? Как вы вышли в Казахстан, а потом как вы вышли в Штаты? В Казахстан мы вышли как раз-таки, конференции там были разные. Сейчас скажу, Digital Almaty. Да, и Астана... Digital Bridge. Да. Вот. Как раз-таки нам билеты оплатил Лиль Мурудаке. Мы поехали туда, вот, и там как раз-таки мы и познакомились с нашими первыми клиентами из Казахстана. Просто это рандомная встреча, то есть не было там понимания с кем-то. Мы просто хотели сначала понять, что делать вообще в Казахстане, что там вообще, какие выставки, какие стартапы сейчас мутятся. Вот. Ну и параллельно с кем-то заобщаться и, возможно, интегрироваться. Вот так и произошло, что вот в Казахстане мы нашли там клиента, к которому подрубились. Этот, как называется, есть такой мем, когда я там в офисе сижу и там с кентами пытаюсь это все наладить. Это, как называется, на самом деле для первоначально, когда стартаперы делают, например, там какой-то стартап или какой-то проект, для них кажется этот процесс очень сложным, что нужно там какие-то бюрократические документы заполнять, что-то делать, надо официальное письмо отправить, чтобы с каким-то форматом переговоры какого-то формата начать. И сейчас ты говоришь о том, что мы просто пошли, познакомились и, получается, их привлекли. С Штатами как? Хорошо, Казахстан, соседняя страна. Поехали в Digital Bridge, поехали в Digital Astana, смогли... У вас какой-то этот был стенд? Или стенда даже не было? Не, у нас тогда не было средств, чтобы стенд купить, потому что он довольно дорого стоил. Мы просто как участники туда залетели, чтобы просто посмотреть, что происходит. Да? О, супер. Нетворкинг во всех ивентах на самом деле помогает, поэтому всегда надо бы это использовать. А со Штатами как? Со Штатами это вообще чудо какое-то. Это случайность. Азамат то ли в каком-то чате, то ли где-то, нашел основателя и просто с ним поговорил. Но он не знал, что это основатель. Вот, он просто поговорил, что вот делает такие модельки, все круто, классно. И он, согласился сделать такой пилот. Давайте потестим, если ок, то будем дальше работать. Ну и мы вложили все наши силы для того, чтобы это интегрировать. Мы сделали это, ему очень понравилось. Мы реально зарешали там и превысили ожидания. То есть мы хотели оптимизировать чуть-чуть кост, чтобы там он меньше чуть-чуть тратил. Вот. Но по итогу он там экономил 230К в год. И на этом как раз мы зарешали в других местах, в других областях. В вашем официальном сайте в самом низу есть результаты вашей работы. Мне кажется, на базе этой компании вы говорите, там есть цифры, на самом деле, может быть, в ссылках мы поставим, цифры, насколько ребята смогли им помочь сэкономить деньги. И это, на самом деле, очень важно, вот эта автоматизация саппорт-сервиса, потому что зачастую компании, например, вы каждый день, мне кажется, в жизни, в какой-то формат, в какой-то момент жизни мы сталкиваемся с тем, что саппорт-сервис нам не отвечает. То есть бывают моменты, когда люди жалуются, что у нас вот такая проблема случилась, саппорт-сервис нам не отвечает. Или там они приняли и вообще, получается, не ответили. Это зачастую люди, которые там сидят и отвечают. Это в обычных компаниях. Ребята же в то же время, они делают робота или AI-ку, которая отслеживает каждый момент и вас без ответа не оставит.
в любом случае, мне кажется, что вы не поймете, что это AI-ка, но в любом случае он решает вашу проблему так или иначе, передает он сообщение тем же самым менеджерам для того, чтобы она решалась. И это на самом деле очень круто. И сейчас на примере ребята из местных компаний тоже сейчас делают, очень многие имеют такие инструменты, которые, когда ты пишешь, они уже автоматически отвечают. И зачастую это на самом деле очень такие примитивные инструменты. Когда ты пишешь, он пытается на какие-то условные вопросы ответить, какие-то ключевые слова найти и ответить, но зачастую они просто тупо не могут справиться с задачей и привлекают стороннего оператора. В Казахстан по нетворкингу, в Штаты по приколу. Да, Штаты по приколу. То есть, получается, у вас единственный клиент, один клиент только там. В США, да. Потом есть еще в Кипре по приколу. В Кипре? Просто, да. Там тоже есть очень классный продукт, а у него есть свой канал. И вот мы через этот канал на него вышли. Вот. Не помню название, но я тебе закину ссылочку. Окей. Очень классный чел, очень классный. Мы здесь напишем название канала где-то. Вот. И вот как раз-таки он был владельцем стартапа Special Chat. Это как Zoom, только поприкольней. Намного круче. То есть там ты можешь себя отодвигать, и тебя не будет слышно. И то есть для коронавируса это было топ вообще. То есть ты видишь, что все твои работники работают, и они где-то там кучкуются и работают, что-то делают, общаются. Ты можешь там заходить к ним и прочее. То есть это Zoom, где ты в игровой форме. Геймификация. Угу. То есть ты можешь там в комнаты какие-то залетать. Там, как вы с ним, получается, через канал вышли, как вы познакомились? Азамат с ним знаком, потому что все коммуникации с клиентами происходят через Азамата, и он в основном через LinkedIn там что-то пишет, просто по приколу, чтобы ответить, не ответить. Вот. И, он ответил, мы запустили с ним тоже пилот, ему тоже понравилось, и все. Вот так это и происходит, оказывается. То есть... Как мы думаем, да, там мы смотрим сериалы «Силиконовая долина», где там они там пытаются до кого-то пойти всякими встречами, огромное количество встреч. Зачастую, на самом деле, такие чувствуется, что ты там, когда там делаешь стартапы, особенно когда B2B, у ребят B2B продукт, тебе нужно на всякие встречи идти для того, чтобы там из 10 встреч, хотя бы из 100 встреч, хотя бы несколько из них загорело. Такой формат чувствуется, но оказывается все намного проще. Ты там по приколу можешь залететь и написать человеку, и так произойдет. То есть какой-то коннект произойдет между вами. Мы нашли нишу, вы нашли нишу, где будет двигаться. Вы собрали команду. Какую-то команду в начале пути вы собрали, нашли ангела. Как получилось так, что вы нашли... инвестиции. Получается, у ребят на данный момент они привлекли почти более 180 тысяч долларов. 10 тысяч, которые изначально ангел вкладывал, помимо этого еще там 170 тысяч. Их инвесторы это Domino или как? Domino Ventures. Domino Ventures. Это Aluka Ventures и Plug and Play. Как они зашли и в каком порядку? Чем вы смогли их привлечь? Это было в Португалии. Мы поехали на саммит, самый вот этот вот крупный, самый известный. Вот. И там у нас был уже стенд. Также помог нам Дильмур Адаке. Вот. И, по сути, вот как раз-таки на этом саммите, после всех этих как раз-таки мероприятий, то ли в кафе, то ли в баре, то есть вечером по приколу просто залетел Азамат с Асалханом. А там как раз-таки сидел скаут из Plug and Play. Вот. И просто по приколу пообщались. Они не знали друг друга. Вот. Потом Азамат сказал, что вот у меня есть стартап, такой-то, такой-то. Типа, окей. И потом так получилось, что это, оказывается, был скаут из Plug and Play. Вот он подошел и сказал, давайте, типа, работать вместе, сотрудничать. То есть это тоже произошло, типа, просто вот пообщались, не зная друг о друге. Просто вот это вот делаем, вот такой у нас трекшн. А ты что делаешь? Да я вот. Череда случайностей, когда ты там по приколу в баре где-то там видишься с человеком, и давай 50 тысяч мы загоним. То есть они 50 тысяч вам дали? Да, дали 50к. Вот. Потом также в Тбилиси, не в Тбилиси, в Азербайджане. Вот. В Баку тоже на мероприятии были уже Домино, и мы также типа в баре рандомно просто пообщались с чуваком, а он, оказывается, был скаутом из Domino Ventures. Вот. Ему понравились цифры, как мы вообще... наш вайб в целом.
Вот. И они решили тоже вложиться. А так как уже plug-and-play у нас сложился, они понимают, что бэкграунд значит ок. Вот. И тоже залетели. И после этого уже Алоха начали нас уже проверять. Типа, да, все четко. И вот эти чуваки тоже залетели. Тогда мы тоже вот... Это на самом деле очень интересно. Они, вторые и третьи, это Domino Ventures и Aloha Ventures, они по $60 тысяч вложились. То есть вот суммарно получается 180 тысяч, 60, 50 и 10. Да. 60, 60, 50, 10. Да, все правильно? Да, 180 тысяч. Хорошо. Команду собрали. Клиентов нашли. Нишу нашли. Инвестиции привлекли по приколу в баре. Прикол. Тут, получается, в моменте у вас начинаются уже приходить какие-то деньги. То есть вы начинаете зарабатывать. То есть я так понимаю, что вы уже точку безубыточности вышли от него. Ну, можно сказать, да. То есть когда как. То есть от месяца это зависит, потому что у нас есть клиенты, которые на 3 месяца подключили, и там месяц думают, а потом приходят снова. То есть в какой-то месяц у нас падает, и потом да. В пике ребята зарабатывали $10 тысяч. В среднем сейчас зарабатывают 7. В среднем $7 тысяч. И сейчас, в частности, компания, сейчас она развивается. Но есть раскол. В каждом стартапе появляется момент, когда где-то мы там, не получилось вместе сесть, выпить пиво или там что-то такое, да? И кто-то уходит всегда. И как это получилось? В команде один из членов команды ушел. То есть как вы это пережили и как вы сейчас работаете над этим? Когда к тебе приходят уже деньги, это уже другая ответственность. Типа здесь уже ты не можешь там на неделю сроки принимать. Да. И здесь надо быть уже чуточку посерьезнее. И все равно это продолжалось. То есть у нас есть бабки, у нас есть крупные клиенты, и есть выходы прям мега жирным чувакам, вот, к которым мы можем подключиться, и они просто ждут, пока мы это сделаем. Так получилось, что мы не всегда успевали, и иногда просто факапили полностью сроки. Из-за чего типа договора расторгались. Вот. Мы понимали, что мы хромаем именно по части интеграции, то есть у нас это не быстро. Мы спокойно можем найти каких-то клиентов, быстро с ним договориться, продать уже, получить деньги, предоплату. Но вот интегрировать мы не успеваем. Ну, мы, конечно, типа сделали какие-то определенные замечания, что типа, брат, надо побыстрее, как бы, давай наймем еще больше штат, но надо, чтобы было быстрее. По итогу мы наняли штат, но ничего не изменилось. Это как? То есть, например, у вас один разработчик сидел, у вас, когда там не было прибыли, вы определенные факапы делали с задержкой со временем. Интеграция, это зачастую, на самом деле, в B2B проектах происходит, когда интеграция, она усложняется, потому что если там на B2C продажа идет там 1 день или за час, 10 минут, то в B2B это могут быть годы даже иногда, если в зависимости от сложности системы. У вас один разработчик все это интегрировал. То есть до момента... То есть, смотри, вы привлекли инвестиции, на этот момент у вас были клиенты. Да. То есть у вас один разработчик все эти с вами довел проект до момента, что вы нашли инвестиции. При помощи, конечно, разрабов еще. Дополнительных сил, да. Получается, основателей. Да. То есть вы наняли команду разработчиков, но ситуация не изменилась. Да, все верно. Мы начали понимать, что, скорее всего, это вот в их тимлид, видимо, как-то неправильно распределяет задачи, из-за чего мы факапим. То есть приоритизации какой-то нет, да? Вот. И мы понимали, что, это долго продолжаться не может, надо что-то делать. И мы там очень серьезно разговаривали. Потом это как-то решалось, чуть-чуть буквально темп ускорялся, но при этом мы были в стагнации. Мы не можем подключать новых клиентов, потому что, очень медленная интеграция. И все, в этом кругу мы постоянно крутились. Да, нужно привлекать новых, но мы не можем, потому что у нас вот это. А если мы привлекли, то они отваливаются из-за того, что вот это. То есть очень много таких моментов возникало. Вот. И потом мы просто поговорили с Илханом. Говорим, брат, как может купить суперкурс самый дорогой в мире, чтобы ты ускорил весь этот процесс. Давай мы наймем хоть 20 человек, но сделаем это. И либо мы все перегорели, либо он перегорел. Вот. Так получилось, что он понял, что не может как раз к этому темпу
соответствовать. То есть он делает хорошо, и он хочет делать это все идеально, а нам вообще пофиг, это идеально или нет. Нам главное, чтобы это работало и было быстро. Вот. И мы поняли, что у нас, типа, интересы немного не совпадают. И он такой: ладно, чуваки, типа, я, скорее всего, уйду. Мы такие: ну, подумай сам, типа, 1-2 дня, и давай мы тоже подумаем, как это все. Вот. Потом через 2 дня мы как раз-таки встретились, просто по приколу поговорили: давай, все, пока. Типа, все классно. Я здесь перебью, потому что здесь диссонанс какой? Проект оценивается на $2 миллиона, и инвесторы также по этой цене зашли на данный проект. У него примерно, если взять 90%, у него почти 30% проекта. Ну, если вы распределяли планомерно, да, 90% у вас, 10% у инвесторов, 30-30-30, и у Асылхона 30%. Каким образом он ушел? То есть, как называется, он оставил все свои 30%, такие: ребята, хорошо, до свидания. Хотя у вас проект имеет деньги, имеет потенциал. Вот здесь просто, типа, мы оперились на логическую сторону и нас, и Асылхона. Типа, он понимал, ну, типа, я ухожу, и зачем мне есть 30%? Зачем мне там держать ребят? Я лучше сам буду развиваться, они пусть дальше развиваются. Вот, и как бы у нас не было такого, что, типа, блин, у меня есть 30%, я вам их не отдам. Ну, типа, и может быть экзит, там, продать и выйти. Нет, просто мы понимали, что, да, давай, типа, ты оставишь, мы развиваться будем, и в конечном итоге мы распределим это как, типа, кусок кор-тимы. То есть вот ты был там нашим первым, и мы тебе кусочек дадим. То есть он такой: базар джет. В смысле кусочек дадим? То есть вы ему обещали какой-то кусочек? Не, мы не обещали. Просто, типа, ну, логически, если он внес вклад в то, что мы вот до этого дошли, и просто, ну, от себя, да, типа, по-братски. То есть не было такого обещания. По приколу. По приколу, да. Но все так. Он хотел сам быть тимлидом. Он, например, ну, то есть не всегда основатели могут быть хорошими продажниками, хорошими там тимлидами и так далее. Ну, то есть они вначале должны иметь такие навыки, чтобы там первоначально какой-то MVP сделать, но потом это можно делегировать другим людям. Например, я в своих проектах, я могу где-то быть в продукте хорошо, да, но в продажах я такой: нет. В технической части я такой: нет. И поэтому зачастую в продажах, в технической части у меня там, или в компаниях, где я работаю, тимлиды – это не основатели. То есть это основатели, это как, которые дают некую стратегию того, что как должно двигаться. Но не всегда они тимлидом могут стать. То есть он хотел прям тимлидом быть. Вы не думали насчет того, что, возможно, заменить из команды кого-то местами, чтобы улучшить этот процесс? Мы пробовали так, чтобы Азамат вел разработку. Из-за того, что он глубоко не понимал разработческую часть, он такой: не, я все-таки не могу, пусть Асылхан будет. Типа, он шарит за всю структуру, которую он написал, и ему будет намного легче, типа, чтобы говорить вот это сюда, и все, делай. А вот как, ну, типа, спросить, хочешь ли ты быть тимлидом? Нет, мы этого не сделали. Не, я имею в виду, у вас же была команда разработки. Может быть, там был человек, который мог быть тимлидом? Нет, у нас их было всего 2 человека. Один там грейдом ниже, другой чуть больше, и вот Асылхан самый высший грейд. И, соответственно, CTO. Ну, типа, просто логически это так и должно было по вороночке это спускаться. То есть из итераций, которые вы там делали, например, 2 человека это были какие-то мидлы, ну, грубо говоря, какого-то ниже ранга, чем Асылхан. Вы не пытались привлечь извне какого-то, как называется, лида? Ну, мы об этом не думали, просто потому что у нас не было необходимости в этом. Типа, есть вот просто часть разработки, которую нужно быстро имплементировать. Мы понимаем, в чем проблема, но мы не можем быстро ее решить из-за человеческого фактора. Просто потому что, ну, пригорел человек, там, не знаю, просто не нравится ему что-то. То есть из-за вот какого-то человеческого фактора мы не справились с этой проблемой, и что привело к тому, что вот мы решили расстаться. Причем мы расстались на хорошей ноте, никакой ругани, типа, а просто по приколу. Реально это так и произошло. Когда я составлял, получается, вопросы для того, чтобы собрать у всех взгляды, соответственно, я не смог поучить у всех основателей
ответ для того, чтобы составить полную картину видения данного проекта. Но, по крайней мере, у двоих я смог это все собрать. Исходя из этого, мы сделали, получается, всю наш продукт. $2 миллиона. Как была проведена оценка? Кто оценил? Это внутренний какой-то фактор? Или же на какой момент вы оценили так? Когда заходил первый ангел? Или же уже там на каких-то итерациях, на каких-то раундах вы это сделали? То есть вы 2 миллиона – это довольно-таки большие деньги для такого стартапа. Ну, все, на самом деле, стартапы при этой истории не столько и стоят. Вот. А оценка у нас происходит таким образом, что вот он вложил там 10К, ну, грубо, там, за 50%, значит, мы стоим 20%. То есть так и произошло и с Plug and Play, и они не дали нам первую оценку. А Domino и Alok, они ее как бы подтвердили. Исходя из него финансировали? Да. То есть так получилось, что там 160К за там почти 2 миллиона valuation. То есть это так произошло. То есть оценку дают именно венчуры, и они сейвят, грубо говоря, вот я вам даю 50, и вы стоите там лям. То есть это вот так происходит. Нет как такого, там, не знаю, мы хотим стоить лям. Нет, просто типа... Просто почему я спрашиваю, зачастую, когда какие-то новые стартапы появляются, они стоят несколько миллионов долларов, которые никак не подтверждаются, ну, то есть не обосновываются. Зачастую, когда там в питчах, у нас в канале есть рубрика «Стартап-питчи», где мы еженедельно публикуем, получается, какие-то питчи, мне кажется, ты там с ними сталкивался. Зачастую ребята стоят, например, на уровне какого-то минимального прототипа, который там никаких фондов еще не привлекли, они стоят там 1 миллион, 2 миллиона, 5 миллионов. Привлекают за какой-то процент. И был вопрос в том, что вы сами себя оценили настолько, или же все же венчур? Да. Да, то есть справедливо, когда тебе дают оценку, и ты уже начинаешь работать над тем, чтобы повышать свою оценку. А сам просто вот у меня есть 5%, которые я вам отдам, оно стоит вот столько. Нет, такого нет. Просто типа чуваки сами вложились, сказали, вот вы теперь вот столько стоите. И мы такие, да, круто. Это очень интересная история, потому что мне кажется, что многим стартапам это будет на руку. Такой универсальной таблетки для оценки стартапа нет. Если ты сможешь его продать на 10 миллионов, это 10 миллионов. Да. То есть купили, грубо говоря, 1% за какой-то денег, ты хочешь сказать, что там ты оценку сделал 10 миллионов и на эту оценку привлек венчуров, ты стоишь 10 миллионов. Здесь это капитализм, как хочешь, так продай. А Салхон ушел. Сколько месяцев? Это сейчас, получается, сколько месяцев уже его нет в проекте? Месяца 4. Где-то месяца 4, наверное. А сейчас как проект себя чувствует? Сейчас мы сделали пивот. То есть мы теперь такой больше как платформа. Вот. И у нас есть разработчики, которые это делают. Есть прям полноценная продуктовая сторона. Вот. И мы хотели уже привлечь другого CTO, но который прям был бы акулой из серии разработки, который там 100 стартапов сделал, 100 проектов сделал. И мы нашли такого. Вот. Его зовут Никита. Вот. И он нам помогал как раз-таки выстраивать всю техническую сторону. И он грейдом был лидом уже. То есть у него там 15 лет опыта. Вот. И он нам помогал и выстраивать процессы разработки, и помогал в целом это все разрабатывать и прогнозировать. То есть он уже прогнозируемо выполнял какие-то определенные задачи. И это сыграло как раз-таки. Мы могли уже заниматься селзом, привлекать новых клиентов и говорить им точные сроки. Вот. И так и произошло, что мы его привлекли, он нам очень сильно помог. Мы наняли уже новых разработчиков. Сейчас он в команде? А сейчас он не в команде также, потому что мы сделали еще один пивот. Стоп, давай, чтобы не путать наших зрителей. Пивот... Аслахон ушел, вы сделали пивот? Мы сделали... В моменте, когда он был в команде? Когда он был в команде. Вот этот месяц, когда последний, когда он находился, в это время уже был пивот. Получается, вы пивот сделали, он ушел, пришел новый СТО, который выстроил вам процессы, и вы могли в сроки, получается... в сроки уложиться. Дальше? Как вы пришли к второму пивоту? Мы каздевили очень много. Мы хотели понять, точно ли наш пивот, он разумен, и вообще нужен ли им вот такой вот продукт делать. Начали каздевить, начали понимать, что что-то где-то мы не доработали,
Но мы все равно сделали этот продукт новый, где прям полноценная платформа, где customer service сидит и трекает уже сообщения. И яичко перешла на второй такой план. Она была просто фичой. Потому что мы хотели прям вгрызться в customer support и весь их процесс переделывать. Вот, чтобы не заменять людей, а оптимизировать именно. То есть зачем тебе 7 человек, вот, допустим, в customer сервисе? Зачем 100? Может, тебе нужно там всего лишь 1. И мы хотели дать понять бизнесу, что у него с этим все окей. Просто единый дэшборд для владельца бизнеса, типа ок или не ок. А для customer сервиса там полноценная омниканальная платформа, где со всех каналов любых капает в одно место, где они быстренько отвечают, и все это привязано к KPI. Потому что в Узбекистане не было такой системы оценивания customer support, он хороший или плох, какое там качество, вдруг они там матерятся, не знаю. Типа NPC? NPC называется? Где в конце оценку ставят? Ну, типа, да. Типа того. Но у нас это отслеживалось как раз-таки ИИшкой. Мы понимали, что говорит customer service. И ИИшка помогала ему отвечать заранее. То есть чел пришел, а если он не справился, ИИшка не справилась с ответом, приходит уже агент, и яишка ему рекомендует, возможно, он имел в виду вот это. И для того, чтобы он не изучал весь вот этот вот контекст, была кнопка типа AI Summary. Просто сделать summary, он понял и сделал. И там, либо если не понял, он заасайнил на какого-то другого чела. То есть, прям полноценная платформа, большая CRM-ка для саппортеров. Дальше. А почему ушел Никита? Никита ушел, потому что он хотел немного в другую сторону пойти. То есть он не совсем верил в историю того, что customer service зарешает, и нужно прям в B2C идти. В B2C идти это очень много разных фич он предложил. Я их раскрывать не буду, просто потому что это его идея, и он сейчас над этим работает, и пусть вот. И он хотел в эту сторону идти. И часто возникали конфликты из-за того, что мы не можем скорректировать наш курс, мы просто направо. И по итогу решили, что и как раз-таки после каздевов мы поняли, что, надо бы что-то сделать такое другое все-таки. Платформа не совсем зарешает, потому что много разных платформ и мало спроса. Есть гиганты Интерком, чат, остальные, ребята, которые занимаются также омниканалкой, вот. И мы понимали, что, заменять сейчас Интерком будет сложно. Потому что они прям устоявшиеся такие ребятки. Zendesk — это вообще другая история. Он прям очень много стоит и очень много всего делает. И мы поняли, что, надо, найти какой-нибудь другой момент, где мы можем развиваться также дальше. Мы его нашли. Вот. Чуть позже мы заанонсим этот момент. Мы скажем, что мы делаем вообще. Вот. И в этой истории это вообще никак, не связано с Никитой. То есть ему вообще это бы не понравилось, грубо говоря. Вот. И это все пришло к тому, что мы теперь по отдельности развиваемся. То есть, но мы в хороших всех отношениях. То есть он нам помогает до сих пор с Point AI. Вообще без базара. Вот. И мы ему помогаем какими-то мыслями, либо как сервис по каздевам. Он хочет что-то понять, мы быстренько спросили. Не, брат, это не так, давай вот так, вот так. То есть такой момент. Вот. И мы по раздельности, но при этом мы вместе до сих пор. Вот. И вот мы сейчас делаем пивот. По анализу мы поняли, что, скорее всего, это нормальная тема. Вот. И сейчас развиваемся в эту сторону. Сейчас хотим именно потестить гипотезы и прям четенько все разложить и сделать. И там уже не нужны, в принципе, разработчики. Там один раз написать, и все, это будет достаточно. То есть это, грубо говоря, как плагин, можно сказать. Просто ты подрубаешь, все, готово. А его поддерживать? Поддерживать, конечно, можно, но это, опять же, ты можешь раз в 2 месяца нанять кого-нибудь, он исправит баги, не знаю, чем сделает, и все. Смотри, получается то, что сперва первый пивот был во время, когда Салхон был в команде. Второй пивот после того, как ушел Никита. Сейчас, получается, Азамат в Сан-Франциско по программе Silk Road, и он там проходит акселерацию по Point AI. Да. Он сейчас там. Он сейчас там.
Его проводят алхимики. Это супер жесткие топовые ребята вообще на рынке акселерации. Вот. И он проходит именно там. И менторство, и вот вся программа происходит в Сан-Франциско, и он сейчас там. Вот. И совместно с ними, при их помощи, при их каких-то инсайтах, и в целом он сейчас на другом рынке. То есть некоторые гипотезы можно, оказывается, тестить даже в Тиндере, чтобы ты понимал. Вот. Это такой инсайт. Вот. И то есть он сейчас проверяет разные гипотезы. Вот. Мы с ним это обсуждаем. И по итогу получается так, что и я ушел из проекта. И ты ушел из проекта. И я ушел из проекта. Как? Потому что новое видение по NTA мне не особо подходило по скиллсету. Ну, можно сказать, скиллсету. И плюс еще то... Нет для меня какой-то песочницы, где я мог бы экспериментировать. То есть, где бы я мог себя реализовать нормально. Это такой момент, где ты вот один раз сделал, хватит этого. Ну, типа, грубо говоря, это как сайт. Там, сделал сайт, все, там, полгода его не трогаешь, потом уже переделаешь. Это такой момент. И мне это особо не нравилось, потому что, а что, как продукту развивать его? Вот. Он есть. А деньги получать от него? Ну, то есть он, по сути, много стоит и деньги приносит. Да, но здесь, типа, момент того, что тебе норм просто получать деньги. И мне норм. Ну, я согласен, тебе это было прикольно, но мне как-то и совестно было, и в целом я был в какой-то депрессии стартаперской, просто, типа, не понимал смысла всего того, что мы делаем. Мы часто задвигали мысль, может, закроемся нахер? Типа, такой момент. Здесь было прям грустно, и я решил просто, типа, развиваться в соло. Вот. Мы до сих пор с ним отличные друзья, и мы также работаем. Типа, я ему помогаю с какими-то определенными моментами. Вот. Но именно принимать участие полноценное и занимать equity я не хотел, и просто, типа, ушел сейчас туда. Градиентно размылся, все аккуратно, технично. Вот. И сейчас полностью уделяю свое время только Iman Инвесту. И как раз-таки ребята из Iman дали мне прям карт-бланш, где я могу прям что угодно делать. Вот. И это мне очень сильно воодушевляет. У меня горят глаза вновь. То есть, видимо, этого мне не хватало. То есть, получается, ты делаешь то, что тебе нравится сейчас. Такой вопрос. Получается, сейчас основной проект по NTI остается полностью вся ноша этого проекта на Азамат. Все правильно. На Азамата еще 2 человека, наши ребята там работают. Это аналитик и такой, ее зовут Фируза, и она помогает во всем, в принципе. Она чуть-чуть и за код шарит, чуть-чуть там шарит, и то есть она помогает сейчас во всем. И вот, получается, да, они втроем остались, и дальше его развивают, и понимают, куда они идут. То есть с этим все ок. Вот. Как перешел в инвест? Iman Invest – это одни из наших клиентов. Вот. В первую очередь, когда я думал уже над тем, что пора уходить, вот, типа, что-то не идет, вот, пора уходить, и первое, что я хотел, это какой-то вайб почувствовать от команды. Мне тут прикольно будет. То есть сначала ты ведь проверяешь по знакомым, куда можно было бы прикольно залететь, а потом уже там ха-ха и все остальное. Вот. И так получилось, что Iman и ребята из Iman мне импонировали очень сильно. Потому что мы тесно работали с ними при интеграции и прочее. Не просто классные ребята. И на моменте я где-то увидел пост о том, что там Тимур ищет продукта. Я такой, я как раз вот ухожу из Point.ai. Может, типа, договоримся, посотрудничаем вместе. Вот. Мы просто с ним пообщались, посидели, кофе попили. Мы поняли, что да, ок, типа, погнали делать. И вот сейчас я здесь. У меня очень плохой опыт с инвестом. У меня есть огромная статья о том, что почему так случилось. Потому что в моменте Iman для меня симпатизировал то, что там какие-то вклады, а я такой думаю, потестирую, да. Чем он меня заинтересовал? Тем, что в моменте я писал очень много, на самом деле, про такой финтех-рынок, и сейчас иногда пишу. И Iman был таким видным игроком, потому что я там изучал, как Алиф это делает, как другие игроки это делают. И такой бац, вклады у Имана такие-то,
с такими-то условиями, 24% годовых и так далее. Сейчас 26%, 24%, столько-то было. Я такой, хорошо, я захожу, и даже кто-то из друзей там мне советует скачать это приложение, такой, окей, попробую. Я захожу, скачиваю приложение, у меня там куча проблем. То есть это прям в одном огромном посту написано, я пишу саппорту. Точно Point AI там не было. Да. Там никого не было просто. Там никто не отвечал в плане того, что там приложение кидает прям в Telegram. Telegram ты пишешь вообще этот. Мне первый позвонил, второй позвонил, третий позвонил. Каждый раз приходилось переобъясняться. Но я надеюсь, что эти все баги, факапы, которые были тогда, сейчас под твоим руководством исправлены. Любые вопросы к нему насчет этого, насчет Имана. Возвращаясь к Point AI, мы сейчас зачастую будем говорить по Point AI, но мы еще затронем, как называется, Иман чуть в конце. С какими прям, как продукту и как, грубо говоря, человеку, который работал грузчиком, доставщиком, курьером. Да. Кстати, да, курьером работал. В течение нескольких лет ты от курьера дошел до продукта со своим стартапом, частично, да, стоимостью $2 миллиона. То есть с какими сложностями, какие, во-первых, сложности ты можешь выделить? Прям где тебе было сложно, например, расстаться с девушкой, мне было сложно, это очень эмоциональный момент. Ну, не мне, на самом деле. И второй момент – что тебе больше всего, то есть, понравилось в этом таком, как называется, в этой дороге жизненной? Ну, на самом деле, вот все то, что я делал, я как будто делал рационально. Ну, типа, я понимал, для чего я это делал. То есть, да, в первую очередь, это как бы нужны деньги, помочь там родителям, чтобы я не был ношей какой-то. И второе, это тот момент, что я хотел понять Москву. Типа, я на тот момент жил в Подмосковье и так картинками понимал, где что находится. Но точно не знал. И в универе, когда ты учишься, у тебя не так много времени и не так много вариантов, куда бы ты мог пойти работать. Я залетел туда и просто, типа, я был пешим курьером и всю Москву буквально обходил. Вот. И самое сложное там было, это когда вот идет дождь, либо снег, все мокрое, ты весь мокрый, и ты опаздываешь, ты идешь просто по шоссе, где нет никакого тротуара. И вот тогда я понял, насколько тяжело работать с курьером. Вот. И никогда больше в жизни не говорил, что, чуваки опаздывают, значит, что-то произошло. Ничего страшного. Да, а за весь этот путь у меня не было как таковой сложности, типа, не знаю, что делать в этой жизни. Не было такого. Просто, типа, поступила задача, и я такой, нужно вот, наверное, вот этим пойти поработать. Потом в моменте, вот когда я уже работал курьером, мне попался таргет про дизайн, про UX-исследования и прочее. И вот с этого момента и все началось, на самом деле. Я работал параллельно и изучал курс, а потом и вовсе там клепал какие-то концептики, там писал что-то, у себя в Инстаграме все это выкладывал. И в моменте просто, типа, меня увидели из компании, сказали, вот мы джуна ищем, не хочешь к нам? Я такой, давайте. И все, с этого момента все и началось. Вся вот эта вот продуктовая история. Переход в Ташкент – это после ситуации в России? Ну, то есть переезд в Ташкент как случилось? Да, на самом деле это было и до этой всей истории. Вот. Это произошло таким образом, что я просто устал в Сбере работать. Я захотел какого-нибудь прикольного экспириенса. Потому что мне нравилось работать в стартап, потому что это динамично и прочее. А в Сбер перешел просто понять, как работает корпоративная культура, как это вот системно все это работает. Но я от этого устал и захотел обратно в стартапы. Вот, выкладывал на Behance какие-то свои кейсы. Вот, и получилось так, что мне просто из Behance написали, типа, йоу, мы из Ташкента, не хочешь, типа, к нам? Вот, я такой, давайте. И я принял оффер, и вот потом уже началось это все дело. Я такой, опа, что-то как-то неспокойно становится, я лучше сейчас уеду. И вот мой уход и до моего приезда неделя буквально прошла, и я приехал в Ташкент. Это было вот 2,5, почти 3 года назад.
Мгм. Получается, из сложностей тебе было сложно в работе курьера? В работе курьера, да. А из стартап жизни? Стартап жизни не могу сейчас отметить что-то такое ключевое, но как будто бы после того, как ты проходишь через это, ты понимаешь, что это было легко, потому что есть еще более крупные проблемы, которые нужно решить. И вот проходя весь этот путь, ты смотришь назад, такой, типа, прикольно же было в целом. И ты уже не воспринимаешь это все как сложность. И сейчас у меня такое искаженное видение какой-либо сложности, не могу прям точно ответить. Ну, типа, тяжело находить хороших разрабов, вот это точно. Типа, ты готов предложить там гигантскую зарплату, вот, но ты не можешь найти, типа... Хороших в каком плане? Таких-то хард-скиллах или софт-скиллах? И то, и другое. То есть мы хотели, чтобы чел шарил, ну, грубо говоря, был фуллстеком, и мы смотрели, что он сделал, что он делал. Там наши технари оценивали это, говорили, что нет, что-то какая-то не подходит. И то есть мы кого-то звали, они работали, и также, типа, очень лениво, очень медленно, то есть вообще не подходит. И мы сразу, типа, убирали это все. Ну и я понял, что, оказывается, все-таки сложно находить каких-то крутых кадров. Вот. Это вот единственная сложность, которая мне запомнилась. Какие победы ты можешь выделить во время работы со стартапом в процессе работы в Point AI? То есть, ты считаешь, что ты прям добился этого? Ну, то есть, благодаря тебе в стартапе это прям твое достижение. Какие достижения ты можешь выделить? Ну, первых крупных каких-то таких значимых клиентов я привел, я дал контакты уже Азамату, познакомил. И то есть вот это является одним из таких ключевых моментов с моей стороны, потому что я еще, когда вот учился дизайну, я фрилансил, вот. И на тот момент я познакомился со многими компаниями, вот, которые бы потенциально нам подошли вот в Point AI. То есть это было так, что я познакомился, там какие-то дизайники делал, дизайнчики, вот. И получилось так, что первые наши вот клиенты крупные, они были из России, вот. Это мои давние заказчики, вот. Но мы не смогли с ними нормально как раз-таки поработать, просто потому что мы вот факапили сроки. И ребята такие, не, чуваки, что-то нестабильно, не круто. И уходили. Ну и плюс, когда мы уже сделали пивот, там уже большое влияние оказало на сам продукт. То есть куча внедренных фичей. Ну, конечно, они в бэклоге остались, потому что мы не видели дальше в этом смысла. Ну и вот, по сути, в этом все заключается. Как я предполагаю, потому что у меня синдром самозванца, и я не могу нормально оценивать. Это, мне кажется, у многих такое есть. Что ты можешь посоветовать ребятам, которые только начинают, грубо говоря, стартап, например, там в сфере AI? Потому что сейчас AI довольно-таки интересная сфера в плане деньги хорошо выделяют. Стартап-продукты в сфере AI много денег получают. У них есть больше шансов получить инвестиции, если там как называется, несколько других проектов без AI и один с AI, довольно-таки, если он проработанный чутка, да, у него есть большие вероятности, что он получит инвестиции. Для таких стартаперов что бы ты мог посоветовать? Ну, делать свою модельку довольно-таки сложно, это нужно принять. И до того, как начать, я бы просто сходил, попродавал кому-нибудь. И даже подписал договора. И после этого начал что-то делать. То есть, когда я взял, там, не знаю, 5 клиентов, я не готов по 2 сразу платить, вот тогда можно приступать это все делать. Типа предзаказы. Да. То есть сразу оценивать, сколько стоит твой стартап, грубо говоря, твоя идея. Будут ли ее, в принципе, покупать. Потому что ты можешь, конечно, придумать, типа, я хочу сделать жесткий AI, который, там, не знаю, будет почву проверять. Типа, окей, круто, а вот кто будет это покупать? Окей, там, не знаю, какие-то аграрные компании. Ну, сначала продай. Типа, если это им интересно, вдруг это у них есть, только называется по-другому. Не AI, а система по определению, чего-нибудь такое. То есть я бы начал, на самом деле, процесс продажи. Если продается, значит, можно делать. И вообще нужно понять, можно ли это сделать в принципе. Можно ли технически это реализуемо. Да. То есть вот эти два фактора, на которые я бы опирался. И все. Угу. А чем ты бы... Такой конкретный последний вопрос. Что, если не продакт-менеджмент? То есть, если бы ты не ушел бы к части разработки продукта, ну, то есть продуктовой части, чем бы ты занялся?
В принципе, по жизни? Да, в принципе, по жизни. То есть ты сейчас менеджер по продукту, в частности, продуктолог. Чем бы ты занимался, если бы не был продуктологом? Наверное, занялся либо аналитикой, либо дизайном. То есть либо супер креативное, либо супер математическое. И то мне интересно. И всю жизнь это было интересно, потому что я очень хорошо знал матан, и мне было интересно просто стать аналитиком. Либо, там, не знаю, постраивать какие-то процессы. Тоже клево. То есть мне хотелось бы также минорно, либо оказывать большое влияние на что-либо. То есть, когда ты оказываешь влияние, ты получаешь такой, типа, плюс-плюс аура. И это прикольно. Я бы хотел заняться, наверное, либо дизайном, либо аналитикой. Чтобы на основе моей аналитики уже там принимались какие-то крупные решения. Это было бы круто. Это, на самом деле, очень интересно. Мы об этом... Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы еще встретимся на подкастах с Иманом. Ребят, я вас приглашаю. Мы еще, дай бог, в скором времени свяжемся. На этом у нас вопросы, в принципе, закончились. Спасибо тебе большое, что смог уделить время. Если будут вопросы, если у вас будут какие-то моменты, если захотите с PowerPoint AI сотрудничать, вы можете в контактах ниже, я укажу Азамата. Также, если вы хотите работать с Иманом, зачастую у них есть очень много интеграции, очень много партнерств, которые они также рассматривают. И если вы видите, что вы сможете с ними где-то сколлабиться, то напишите, скорее всего, менеджеру, который будет, соответственно, с вами работать. И, в принципе, спасибо большое, если вы досмотрели до конца. На следующих выпусках мы будем делать очень интересные подкасты. На этот подкаст мы очень рассчитываем, что вы посмотрите, поделитесь с друзьями, напишите свои комментарии, это обязательно. Ну и поддерживайте лайком. Да, поддержите лайком, это прям важно, чтобы мы понимали, где нам улучшить, как нам улучшить, и даже напишите, каких гостей позвать. Мы их позовем. Поэтому круто. Еще раз спасибо тебе большое. Спасибо большое. Всем до свидания. Всем спасибо. Пока.